какие факты были правдой, а какие нет. То есть отдали письмо дедушке лично. И когда ему тогда было приходить с подарками? И может оставлять снежные следы. Подарок «Появись!» Привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club. Я надеюсь, что вы уже посмотрели видео 10 фактов о Дедушке Морозе или 10 фактов о русском Санте. Если нет, то быстрее смотрите и только потом смотрите это видео. Итак, в этом видео я расскажу, какие факты были правдой, а какие нет. Какие факты я просто придумала. Ну что, начинаем. Первый факт. Дедушка Мороз живет в Кремле. Ну, конечно, это неправда. Зачем дедушке жить в Кремле? Москва – это не столица Нового года. Официальная резиденция Дедушки Мороза, ту-ту-ту-тун, барабанная дробь, находится в Вологодской области, в городе Великий Устюг, одном из древнейших городов русского севера. Этот город мало известен в мире, да и вообще, когда этот город стал родиной Деда Мороза, он стал популярным туристическим местом, потому что теперь все хотят приехать в гости к Дедушке Морозу. И официально родина Деда Мороза появилась только в 1999 году. Так что это вполне молодая резиденция дедушки. Факт 2. Дед Мороз – это исконно русский персонаж, который всегда дарил подарки на Рождество. Но нет, это неправда. Дед Мороз – это достаточно современный персонаж. Он появился только в 20 веке, а именно только в 30-х годах 20 века. До этого был зимний персонаж Мороз Иванович, а еще до Мороз из сказки Морозко. Кстати, это был не совсем добрый дедушка, а очень даже жестокий. Он мог заморозить человека до смерти. И еще один важный нюанс. В России мы знаем точный день рождения Деда Мороза. Это 18 ноября. Обычно именно в этот день на родине Деда Мороза выпадает первый снег. 18 ноября. Факт 3. У Деда Мороза большая и дружная семья, и он очень любит свою внучку Снегурочку. Неправда. Да, у Деда Мороза есть внучка Снегурочка, и да, он ее любит. Но это единственный человек из его семьи, которого мы знаем. Хотя раньше в сказках была еще его жена, ледяная баба. Она помогала мужу кошмарить детей, устраивала гололедицу, замораживала все вокруг. Как вы видите, совсем недобрый персонаж. На сегодняшний день Дедушка Мороз остался только со своей доброй, милой, красивой внучкой Снегурочкой. Кстати, интересно, что Снегурочка – это тоже вымышленный персонаж. Это девушка, которую слепили полностью из снега один старик и старуха, а потом она растаяла. А вот уже в СССР эта девушка стала внучкой дедушки. Факт 4. Дедушка Мороз приходит в гости не на Рождество, а на Новый год, в ночь с 31 на 1. И да, это правда. Дед Мороз все-таки советский персонаж, когда Рождество не очень-то было принято отмечать. И когда ему тогда было приходить с подарками? В новогоднюю ночь Дед Мороз может прийти в окно через дверь, да-да, просто постучавшись. Дед Мороз кладет подарки под елку и может оставлять снежные следы. Ах да, никаких сладостей и угощений мы Деду Морозу не оставляем. Факт 5. Дед Мороз путешествует по России на санях с оленями.
Нет. Да, у Деда Мороза есть сани, но не олени ему помогают передвигаться по России, а тройка лошадей. Кстати, иногда вы можете встретить Деда Мороза на лыжах или вовсе он идет пешком. Факт 6. Отправлять письма Деду Морозу можно круглый год. И это правда. Новогодняя почта работает круглый год. Написать письмо вы можете в любой день, когда захотите. Отправить можно обычной почтой. Вот вам адрес. И не волнуйтесь, письмо не потеряется. Но мы обычно с детьми отправляем письмо просто через холодильник. То есть кладем письмо в морозильную камеру, закрываем холодильник и все, вуаля! На следующий день наше письмо уже оказывается у дедушки. Но в этом году мы сделали немного по-другому. Мы поехали в московскую усадьбу Дедушки Мороза и передали письмо из рук в руки. То есть отдали письмо дедушке лично. Факт 7. Дед Мороз всегда ходит в синей шубе и вообще предпочитает одежду синих цветов. Зимой это шуба, летом это летний вариант одежды. Это неправда. В вопросах одежды Дед Мороз консервативен. Он любит длинную одежду, то есть длинное пальто, длинную шубу или длинные платья. И цвет одежды Деда Мороза сейчас может варьироваться. Традиционно это синий цвет, но сейчас вы можете встретить Деда Мороза в красной шубе. Факт 8. Дед Мороз – единственный новогодний персонаж в России. Это неправда. В Карелии, в Татарстане, в Удмуртии, в Бурятии, в общем, в разных регионах России существуют свои новогодние волшебники, которые, кстати, мы ассоциируем именно с Дедушкой Морозом. Они ответственны за подарки на Новый год, они ответственны за письма, за поздравления и за новогоднее волшебство. В Карелии Деда Мороза зовут Пакайне. В Кабардино-Балкарии Дед Мороз – это Уэсдаде. В Татарстане это Кыш-бабай, а Тол-бабай – это в Удмуртии. Факт 9. Посох или длинная палка Деда Мороза помогает ему колдовать, несет много различных функций. И это правда. Первая функция посоха практическая. Она помогает Деду Морозу передвигаться. Все-таки это уже дедушка, старый человек, поэтому ему необходима палка для дальних путешествий. И вообще у дедушки иногда болит спина, так что посох его спасает. Посох помогает наколдовать подарки. Раз, два, три, подарок, появись! И в мешке сразу вы находите свой, тот самый подарок. Также, если Дед Мороз постучит посохом у вас в доме, то будет вам счастье и благополучие. И еще одна из самых старинных функций этого посоха – это заморозить. Дед Мороз может постучать и сделать так, чтобы появился белый-белый снег. Началась вьюга, метель, стало холодно, морозно. В общем, чтобы началась настоящая русская зима. И все это помогает Деду Морозу сделать именно посох. И факт 10. Помощники Деда Мороза – это эльфы, гномы и другие магические существа. Нет. У русского Деда Мороза помощники – это Снегурочка, его любимая внучка, Снеговик. Кстати, когда-то это был даже сыном Деда Мороза, но мало кто об этом знает сейчас. И лесные звери. Так в новогодних мультфильмах можно увидеть, как Дедушка Мороз добирается до людей с помощью своих маленьких друзей-зверей. Это могут быть птицы, бельчата, зайчики, медвежата и другие. То есть все лесные звери – это и есть те самые помощники Дедушки Мороза. Они помогают добраться до наших домов, они помогают отвечать на письма, они помогают отслеживать, кто хорошо себя вел и не очень, помогают упаковывать подарки и подписывать
ответные письма. Вот и все факты о Дедушке Морозе. Я надеюсь, что вы точно знали, какие 3 факта были правдивыми, а какие я просто придумала. Сегодня все. Подписывайтесь на канал Russian Language Club. Давайте дружить в социальных сетях. Пока-пока. До скорой встречи!